Сегодня обсудим, что женщинам не говорят об использовании макияжа. Во-первых, нужно понимать, что человеческая кожа похожа на губку. Она, как губка, впитывает то, что на нее попадает, так что все, что мы наносим на кожу, сразу проникает внутрь. Вспомните, когда вы намазываете крем для рук, после нанесения он пропадает. Куда же он девается? Уходит прямо внутрь. У среднестатистической женщины кожа поглощает почти 2 килограмма химических веществ в год. Вот тут около 2 килограммов. Конечно, тут гораздо больше сахара, чем в той химии, но вот вам почти 2 кило. Вот сколько химии каждый год попадает в ваше тело через кожу. Это много. И женщины наносят на кожу более 500 разных химикатов каждый день. Это лаки для волос, румяна, тональные средства, шампуни, кондиционеры, дезодоранты с алюминием, например, лосьоны для тела, крем для рук, тени для век, помада, лак для ногтей, средства для удаления этого лака, очень ядовитые, кстати, духи, автозагар. Очень много всего, что попадает на кожу каждый день. Проблема вот в чем. Некоторые из этих химикатов — канцерогены. Эти вещества могут вызывать рак. И проблему усугубляет то, что эффект проявляется не сразу. Химикаты накапливаются, но мы не знаем, когда именно это приведет к проблемам. Так что связать причину и следствие сложно. Некоторые из химикатов — нейротоксины. Они попадают в мозг и нервную систему. А еще есть так называемые гормональные разрушители. Они присутствуют в окружающей среде и имитируют эстроген. Они оказывают воздействие на разные железы — щитовидную, поджелудочную, вилочковую, надпочечники, яичники. Все эти химикаты повреждают организм внутри, что затем сказывается снаружи. А потом макияжа нужно больше, чтобы скрывать дефекты, сухость и нездоровый вид кожи. Сперва я хочу поговорить о роли печени в этом. Пожалуй, на печень приходится основной удар, ведь она постоянно выводит из организма то, что его отравляет. Она расщепляет эти яды в ходе процесса детоксикации первой и второй фазы. Печень человека берет попадающие к ней яды, иногда они жирорастворимые, и превращает их в безвредные частицы, уже водорастворимые. Все это происходит в печени, так что вы здоровы настолько, насколько здорова ваша печень. В организм поступают все эти химикаты. Теперь как же их вывести? Обсудим, что тут можно сделать. Определите, какие из этих продуктов попадают в ваш организм. Спреи, кремы, шампуни и так далее. И замените это. Сходите в магазин здоровых продуктов и купите более натуральную, менее ядовитую косметику. Да, это будет немного дороже, но в долгосрочной перспективе так лучше для здоровья. Например, замените крем на другой крем, который на кокосовом масле и не содержит спиртов и других химикатов. Проведите детоксикацию, используя крестоцветные овощи. Это также поможет печени бороться с уже попавшими в организм ядами. Крестоцветные — это, например, кейл, брокколи, кочанная капуста, брюссельская капуста, китайская капуста, руккола, листовая капуста, редька, водяной крес. Это просто уникальные овощи. Они помогают естественной детоксикации, без обычной реакции на детоксикацию. К тому же в них много нутриентов. Они сделают кожу красивой и помогут печени. Проводите интервальное голодание. Это крайне важно. Ведь, по сути, интервальное голодание — это отпуск для тела, которое непрерывно что-то ест. Оно дает органам возможность отдохнуть, исцелиться и восстановиться. Интервальное голодание стимулирует так называемую аутофагию. Что это значит? Организм при аутофагии можно сравнить с самоочищающейся печью. При этом он перерабатывает то, что ему уже не нужно. Поврежденный белок, микробы, химикаты. Он перерабатывает все это и формирует новые ткани. Так что интервальное голодание помогает избавиться от мусора и устранить ущерб, нанесенный организму разными химикатами. Это очень целебно, особенно для кожи. Четвертый пункт. Нужно обязательно есть достаточно жиров. Никаких низкожировых диет. На нашей коже есть жировой слой, так что если мы хотим помочь коже,
Нужно заменить этот жир здоровым жиром. Из здоровой рыбы, например, промыслового лосося, из кокосового масла, морепродуктов, полезных орехов, семян, оливкового масла, авокадо. Важно начать употреблять больше жиров, потому что если есть их мало, это затормозит выведение из организма химикатов и осложнит формирование здоровой кожи. Вот и все. Таков план ваших дальнейших действий. Спасибо за просмотр. У меня новая задумка. Я буду разбирать, что люди едят. Можете поучаствовать. Не могу обещать, что выберу именно вас. Сфотографируйте то, что съедаете за день, крупным планом. Укажите, как часто вы едите. Соблюдаете ли интервальное голодание? Едите раз в день, 2 раза. Укажите все, что пьете, и добавки, которые принимаете. Не забудьте про рост, вес и возраст, и информацию о главных проблемах со здоровьем. Я проанализирую все это и определю, что вы делаете правильно, а что следует изменить. Все понятно? Переходите по ссылке под видео и загрузите фото. И повторю, я не могу обещать, что выберу вас. Я выберу несколько человек, проведу оценку их рациона и выложу как видео на YouTube. Ладно? До новых встреч!